Есть люди, которым нравится Plants vs. Zombie, понимаешь? Но тут Мы слушаем, но не осуждаем, знаешь, вот так. Да, мы слушаем. Он 10 из 10, но Я он слушаю, играет но в Plants vs. ничего не Zombie. понимаю. Люди до сих пор играют в Subway Surf, понимаешь? Так, конечно, это Я лучшая ща драться игра с вами вообще. буду. Ну, это просто, Почему что нет мастера Subway меча Surf в онлайн, это вот- киберспорте? Типа, кто дольше продержится. Да. А его нет? Да, А давайте может. сделаем. Я не буду Состав подписывать делаем? состав по своему счету. Доброго времени суток и добро пожаловать на очередной подкаст вместе с Маланкой. У нас два прекрасных человека, которые сидят перед нами. Это Алексей Зубков. И Илья Морозов, главный редактор esports.ru. Да, привет, Всем ребята. привет, ребятки. Привет. Как у вас дела вообще? Как у вас дела сегодня? Дела прекрасно. Очень нас интересует тема, это почему СНГ, он силен в доте, да, условно, в доте, но слаб в LoL, League of Legends. Почему Знаешь так такое? произошло? Мы Знаете, хотим такие игры вообще? исторически, да, пойти по этому Ну вот вопросу? да, Вот исторически, почему, исторически. культурно вообще. Почему так заведено? Почему вот... Почему так сложилась Да. история? Ну, тут, наверное, по базе пройтись то, что все вышло из маленьких компьютерных клубов, из подвалов, когда все играли в Dota All Stars первую, и из-за этой такой любви к ней, да, все потом перешло уже во вторую доту, а LoL позднее появился, и поэтому такой вот закрепа за нее нету. Ну и Warcraft у нас же был развит. Dota Да. это же все-таки в первую очередь мод, который Да. по-моему, вышел. И я думаю, что это, ну, тоже сработало в мозгу, что типа... StarCraft, Да, зачем мне типа Лига Легенд, если есть Dota? да, зачем? Люди привыкли к доте. У нас, да, у нас две дисциплины, эти Valve устаканились, ну, типа Dota, CS, то есть и все играли там в Condition Zero в CS, в 1.6, в 1.5, кто-то еще 1.2 играл. Даже до сих пор, кстати, на Ютубе есть стримы по 1.6. Люди реально сидят, смотрят такие. Мгм. Я видел недавно прям мем в ТикТоке или еще где-то, может, в Рилсах, про то, как человек делает гайды по 1.6, и там кидает флешки, какие-то фишки, говорит, используйте. Там игре миллиарды лет уже, он Фига говорит, себе реки. смотрите, а ты что вообще, нашел, Леша, используйте. а ты вообще в детстве во что больше играл? Ну, ты дотер? Ты можешь себя Слушай, дотером нет, назвать? я изначально начал, собственно, с каких-то мобильных гаджетов, я играл в Game Boy и PSP. У меня Оу. первая такая игра, которая сейчас еще жива, это Taken, я играл в 6-й. Мгм. А PSP компания Game Boy это была была у тебя? жесть вообще. Компьютера не было. Да, кстати, я один из тех людей, у которых просто банально компьютера не было, А поэтому я компьютерные фигачил клубы? Вот у мобильные меня игры. тоже. Не было такого, что с пацанчиками после школы в компьютерный клуб? У нас в один из дней в школе первые 2 урока были уроками труда, и там был классический трудовик, который уходил отдыхать Уходил и расслабляться с физруком, да, поэтому у нас было практически там 1,5 с лишним часа, где мы выходили на диванчики в коридор и просто вот эти 1,5 часа фигачили в Майнкрафт по сети, на серах, на это айпадах, тема. на телефонах, на планшетиках и так далее. У меня первый планшет, собственно, был Samsung Galaxy Tab. Samsung. Samsung это мощно, это сильно, хороший Да. А производитель. вот какие можете отметить культурные, ментальные особенности игроков из СНГ у нас именно? Характер взрывной у всех игроков. То есть у нас особенность любой... То есть мы любим командные виды спорта. Да, откуда это появилось? Это футбол во дворе. Все Да, играли да. в футбол во дворе. Выйти куда? В коробку. Почему футбол? Потому что для футбола тебе нужно поставить 2 кирпича, у тебя готовы ворот. Чтобы кольцо сделать для баскетбола, не получится. И поэтому мы любим командные виды спорта. Dota, CS — это командные виды спорта в целом, да, там МЛББ, стендов и так далее, это командные. И тебе нужно играть с друзьями. Но ты же не можешь не гореть. Ты же не можешь, да, как бы у нас весь смысл в душе. Да, комьюнити дотеров Мне мы кажется, не знаем. тестостерона просто больше, чем Абсолютно, у ты китайцев. абсолютно по базе, как говорится, да. Все это нужно выплескивать куда-то. Куда ты выплескиваешь? В осе с пацанами. Ты радуешься, ты споришь, ты злишься, все это, да. У нас не принято, как говорится, вот этот cold mind иметь, да, Ну что да, типа, да. ну проиграли раунд, поехали Mindset. дальше. Да, поэтому в, Mindset абсолютно поэтому в другой, да. профессиональных командах есть психологи, да, там тренера, менеджеры, которые тут же гасят. Ты проиграл раунд, все, отпусти его, забудь, Да. поехали в С следующий. китайцами, как на турниры, ездит целая орава, вот и психологи, Да. аналитики, то, все следят, все прям так, чтобы по дисциплине У было. команды есть в Малайзии, в Куала-Лумпуре есть местная команда SRG. У них есть штатный врач, который перешел из, по-моему, вообще там из футбольной вообще команды к ним. То
То есть он был там... Профессиональным таким. Да. Ну и я думаю, еще это связано с тем, что в Китае, в принципе, очень так все... Смотри, китайцы роботы. Давай, знаешь, как вот так скажем. То есть, ну, как бы без негатива, без ничего, но китайцы, вот как принято говорить, это роботы. У них все по расписанию, у них все по распорядку. У них дисциплина прям. Ты бы какую сферу не взял, это пиар, это менеджмент, вот любую сферу внутри даже Они киберспорта. работящие. Они очень работящие, да. Да, У них, вот трудоголики. понимаешь, у них с детства, там, условно, они там с 5 лет идут в школу, там, или с 6. У них постоянно распорядок дня, тренировки, спорт, отдача. Плюс это же... Ну, там и другие деньги тоже. Слушайте, я думаю, это в целом изначально идет даже не там не с какой-то школы, да, не с университета, идет с языка. Есть же такое, что в целом особенности мышления людей зависят от того, на каком языке они разговаривают. Да. И как раз с обществе китайцами... они растут. Да, с китайцами это особенная еще штука. Ну, ни для кого не секрет, что китайцы очень хороши в математике. И опять же, ничего удивительного в этом нет, потому что когда у тебя в языке там тысячи символов, которые нужно заучить, и из них строить какие-то сложные комбинации, тебе потом влияет будет на мозг твой. легче с логическими какими-то моделями работать, там, с математикой, например, и тебе будет легче фигачить в какой-нибудь StarCraft, там, просчитывать какие-то ходы. Как говорят, что Dota — это усложненные 3D-шахматы. Да, кстати, правда. Вот такая же история, мне кажется, в целом с моба-играми именно у азиатского региона. Блин, знаешь что? Вот, наверное, сейчас я скажу, что Dota упростилась очень сильно. Вот это единственное, что мне сейчас не нравится. Вот последние обновления стали супер проще. То есть раньше ты смотришь на противостояние в миду, SF там против инвокера, и ты не знаешь, может быть, там не знаю, Лина против какого-то ОД, и ты не понимаешь, кто может из них выиграть, потому что ботл надо заабузить, ТП саппорту сделать, что-то. Сейчас каждые 2 минуты руна воды, руна золота, ты постоянно... То есть тебе на первой минуте ты с первой пачки заработал денег, привез себе ботл, приехал ботл, ты там минуту похилился, можешь протерпеть, еще танго одно там, например, 2 осталось, взял руну воды, у тебя 5 ботл полный. Но это бесконечное стояние в миду, если к тебе не вышли Нихуя не саппорты там понял. или что-то еще. Ну, спасибо. Мне кажется, в этом плане лол более казуальный. Да, Ну, и, LoL, в и, кстати, принципе, более лол еще казуальный зависит, мне такой, кажется, больше от микры. То есть механически, потому что как в МЛББ скиллы направлены, тебе нужно постоянно стрейфиться, и там история, ну, как бы такая про скилл. А Dota макро и там как-то глобальнее, тяжелее. Варды, способности, передвижения, руны там и так далее. Так далее. Ну, кстати, При этом, вот- опять же, мы говорим, что там, у нас популярнее Дота там, в СНГ странах, в Азии там больше лол. И в том числе, мне кажется, это культурно связано, потому что у нас все-таки... Знаете, еще и в основном- стилистика игры тоже. Да, Лига да, Легенд, Dota она же более более... темная, Да, мне Дота кажется. более темная, Дота более реалистичная. Она даже не именно- столько темная, более мрачная. Более мрачная, да, все-таки силы тьмы, света, то. Dota- А Лига Легенд, она такая более мультяшная. Да, и мы, кстати, можем тут, знаете, что зацепить? Что Dota эстетически, ни для кого не секрет, она намного лучше по визуалу, чем LoL. Да. А СНГ, как бы, игроки, мне кажется, они из-за того, что нам с детства говорят про какую-то поэзию, литературу, про искусство, да, там и так далее, более расположены к чему-то красивому. Ну, То слушай, есть есть в Доте, этот да, вайб. много любителей поэзии и искусства. Ну, даже скины. Насколько крутые арканы в Доте, там, имморталки. Почему любят Battle Pass? Старый Battle Pass. Ну, в Доте? старые, да, не новые. Потому что ты получишь, не знаю, там, какой-то хвост на пак, какой-то там, не знаю, на ВР-ку, там что-то. Ну, то есть Ну такие да, вещи. разнообразие Я, больше. кстати, не очень понимаю вот это, что вот как Дота связан с поэзией, извини меня. Вот тебе вода, пламя, танец стихий. В Доте. Да. Ну, там красиво это все нарисовано, понимаешь? Ну, То тоже, есть, слушай- я к тому, что у нас есть, как сказать, культурно это, Нам графоманы, наверное, эстетическое тогда вот. говорится. Но, слушай, эстетически, да. при этом Пудж не особо эстетически, например, выглядит, да? Мы заходим в Лигу Легенд, и там столько, ну, там же формы у Ты девчоночек. вспомни ну, как и... 2015 год, когда вышел синий, по-моему, сет 2015 год, Дэнди. я помню, мне было 12 Или лет, 16 да. год. Помню. Хорошо, в 16 году вышел, или в 15-16 году вышел сет на Дэнди, где у него синий фартук, белая борода, которая растет. Ну, это был лучший сет на тот момент, самый дорогой, самый престижный. И если у тебя во дворе среди всех пацанов у тебя был такой сет, ничего себе. Визуально, кстати говоря, Лига Легенд мне тоже нравится. Ну, то есть у них... У него просто свой вайб. У них свой вайб, да. Ты заходишь, и ты такой более человый. В Доту ты заходишь, и ты такой, так, все, мрак, вот эта вот вся атмосферка. Ну и в Лиге Легенд, в принципе, азиаты, они же очень любят аниме, вот эту вот всю стилистику. И там такое все
более... Ну, вот- у Лола и Аркейна, по-моему, вообще нет вайба аниме, нет? Нет, я не говорю про вайп аниме, я говорю про то, что... в Лиге Рисовка Легенд такая, всё типа, более, всё более мультяшная. Ну да, мультяшная, рисовка. миленькая, да. Да. Вот, то есть это, не всем заходит. Ну, у них есть такое, кстати, настроение. Кстати, а вы думали по поводу того, что... вот мы говорили про двор, в футбол все играют, все любят командные виды спорта, а у тебя во дворе все играют в доту, и ты 10-м идешь играть в доту. У тебя весь двор играет в МЛББ, ты 10-м идешь Да, в МЛББ. да. Вот ты сказал просто про PSP, у нас в школе у единственного там одноклассника была PSP. 15 человек вокруг него. В Шрека он играет, в тачки он А играет. если он был особо добрым, то он еще и Он давал еще и поиграть по смерти каждому. Но был другой у нас пацан, который привез Nintendo. С 2 экранами была Воу. такая. И со стилусом. С палочкой. Палочка, Это как которая вот жесть. это что-то еще Да, делает. и тебе надо было на 2 экранах там что-то делать. То есть это был вообще у нас там какой-то бог. Есть ощущение, что они тебя стебут. Да? Потому что ты так восторженно говоришь о палочке, хотя я тебя Нет, прекрасно ну понимаю. представьте, типа, в 8 лет тебе там, или 7 лет, 1-2 класс. Для тебя это что-то Ну вау. да. Это Ну да. 2000 какой-то 8-9 год. Как раз только вот это все. Или когда во дворе у какого-то одного твоего друга есть комп, ты к нему постоянно идешь домой, играешь Да. что-то с ним. У нас... Да, у тебя нет. У меня был комп в детстве, у меня старший брат, вот, и мы играли с ним в Lineage 2, я думаю, знаешь, линейка. Конечно. Да, и у нас, мы жили в маленьком городе, и у нас, такое, знаешь, население делилось на 2 лагеря, варкрафтеры и линейка. И очень часто мы с братом заигрывались, это влияло там на его учебу и так далее, и нам родители, типа, запрещали играть. И они говорили, идите на улицу. Мы выходили, шли в гости к другу, у которого есть комп, и играли там в линейку, поэтому... Почему СНГ отстает в Лоле и Валоранте и в других играх? Вот, кстати, Valorant, давайте затронем. Блин, Ну, в целом, Valorant, там же нельзя 5 команд из СНГ, из России. давайте так. Riot вообще забанили, грубо говоря, СНГ. Да. У нас есть отдельные конкретные игроки, которые играют в Да, в топовых других командах. Там В других до двух, регионах. До двух Как это максимум было в у нас команде и в может PUBG. быть СНГ Да. игрок в Valorant. Да. Давайте в целом изначально пройдемте по базе. КС. КС появился на 10 лет, если не больше, раньше Валоранта. 20 на 20 лет. тем более. 20 лет. То есть все начинали с К1, Как с тебе, КС 1.6, и КС 1.6, и CSGO. Вот на микроволновке можно было Ну да, как запустить. я и сказал, что эти игры уже Dota и CS устаканились. Они, Устаканились. во-первых, устаканившиеся, во-вторых, в целом порог входа в них очень низкий. То есть тебе не нужен какой-то мощный ПК для каких-то супер взрывных игр для КС. Ты там самый дешевый комп собираешь, и у тебя в целом все окей, все идет. Да. А в случае с Valorant, во-первых, игра более поздно вышла, во-вторых, игра более требовательна, ну и в-третьих, опять же, визуальный стиль КС, он такой... Там даже есть другой прикол. Ну-ка. В Валоранте тебе нужно знать, ты играешь за Вайпер какой-нибудь, тебе нужно знать лайнап, куда тебе дать Да, эту дорогу зеленую, чтобы перекрыть пути захода на плент или что-то еще. Тебе нужно знать, как играть Там на очень персонаже. много механик, Очень очень много много, персонажей, очень. и все это надо запоминать. Есть, по-моему, и- Феникс, да, который ты можешь там по огненному дорожке, когда ты пройтись, Там- и ты хилишься, типа. там- А как ты знаешь, тебе надо очень много часов изучить. Конечно. Да, Я думаю, в случае с персонаж КСом, то есть в КСе тоже огромная вариативность, иначе эта игра бы столько лет не игралась. То есть флешку можно кинуть так, можно так, планты разные, карты разные, за но все-таки плент? КС очень сильно зависит, в том числе от тебя, сильно больше, чем Valorant, на мой взгляд. То есть, условно, тебе не нужно заучивать симфонию ультов, которая идет со стороны соперника. Ты знаешь, какие флешки, в какие тайминги тебе могут прилететь, что ты можешь кинуть, и за счет этого ты как бы гейммейкер, но при этом даже если у тебя не получилось в этом раунде, ты повторишь то же самое в следующем, может, сыграет. Смотри, механически или так, концептуально КС и Валик, они же одинаковые, да, 5 на 5, Ну да, стрелялка, зайти на плент, поставить Ну, там бомбу, Да, спать. компетитив. Но в КС порог входа ниже в разы. Конечно, И не столько всего нужно знать. Да, и когда ты решаешь поиграть с друзьями во что-то, куда тебе пойти играть? Ты идешь туда, где проще, где можно посмеяться. Ну, конечно, Dota CS это не игры про посмеяться, наверное. Но Ну, с пацанами собраться До в определенного CS. момента вы смеетесь. До потом- определенного, а Да, потом да, уже, да. потом уже А не потом, смешно. почему ты пошел на мид, Эмоции зачем ты зато. пикнул? Да. Всякие нехорошие гадости. Да. Не, ну, мне кажется, Valorant просто посложнее сама по себе. Ну, я игра. обычно Из-за друзьям этих говорю, персонажей, скиллов, там тысячи, надо тебе думать о том, Слушайте, какой у них вот- персонаж, Да. что он может сделать, накопил он ульту, и сейчас он ее использует, помимо этого гранаты, там, Вот как вы пушки. думаете, как у нас сейчас Marvel Rivals в СНГ будет себя Супер чувствовать? хайпует. Людям очень нравится. В чем была кайфовость Overwatch, и она перешла сейчас к Marvel Rivals?
первого Overwatch. Когда он только вышел, это была лучшая игра года, она собрала десятки наград. Почему она кайфовая, она сложная и одновременно казуальная. У тебя есть разный выбор героев с разными механиками. Ты можешь найти под себя любого персонажа. То же самое в Marvel Rise, только они взяли и сделали по комиксам. Да, вот я, например, я лютая фанатка Marvel, DC, я прям гик до мозга костей. Да, и получается, я когда захожу, я такая думаю, боже, я сейчас за алую ведьму как поразгоняюсь. Железный человек. Да. Я сейчас как Шторм поиграю. Ну, и я думаю, что... Ну, мне тоже кажется, что у нас хорошо она прям вот зайдет. Да. Я не знаю, насколько киберспорт разовьется у нас именно, но, судя по онлайну, она уже очень нравится аудитории. Очень. Чуваки на разработчиках просто поняли, наверное, что это классный вариант сделать... Конечно, это же просто фан-сервис. Да, сделать какое-то Они просто развлечение. узнали какую-то секретную формулу. Берешь полюбившиеся всем супергероев, причем которые знают совершенно разные возраста. Да, то есть, конечно. условно, Ты попадаешь вообще ребята в нулевых шок, читали да. комиксы, Там потом Спайдермена смотрели смотрели с Тоби фильмы. Магуайром, да. Сейчас мультики есть, тоже Да, анимешки. Они знают по сразу всему. способности персонажей. Да, плюс-минус то, что их делает. историю. А баланс там вообще нормальный? Там же Баланс есть- у нас сейчас там хороший. Нормальный. Да, я думаю, это вопрос Ну, акулка языка Джефф, с конечно, ну. игроком. То есть тебе, как разработчику, не нужно слишком долго объяснять человеку, кто есть кто. Изначально ты, когда заходишь в Rivals, ты уже знаешь, что там будет, кто там будет. Тебе не нужно разбираться в миллиарде лора, миллиарде это да. персонажей. При Вот этом это они иногда же ввели, отталкивает, при этом кстати, они от ввели игры. же новых персонажей, вот тот же Акулка Джефф, который просто всем полюбился, и его же сейчас будут внедрять уже. Но он по факту-то не новый, он из комиксов тоже пришел. Нет. Его сейчас будут внедрять в комиксы. Акулка Джефф. Да. По-моему, у По-моему, него есть первое в комиксах. появление было в Ты, по-моему, этих... путаешь с Акулкой из DC, из вселенной. Там был такой персонаж Да, Акула. перепутал. Вот Акулка Джефф, его ввели именно в игру, посмотрели, как он на аудитории, его сделали таким прям имбалансным, и сейчас его очень активно будут внедрять в комиксы именно. Вот, но мы, наверное, чуть не в ту степь ушли немножко. Смотри, я думаю, знаешь, что какая история прикольная вот про Marvel Rivals, и я бы затронул такую небольшую как бы погибель Дедлока, который очень понравился Да, и очень быстро которая сгорел. хайпанула резко и также Да. резко... Вся да. история заключается в маркетинге, то есть в рекламе проекта. Да. Может быть супер крутая игра, но если у тебя нет рекламы, ну, вы бы как бы не играли в эти игры. И Да. тут такая же история. Когда вышел Overwatch, там же были крутые синематики, вот мы с Лехой так чуть-чуть обсудили это. Там Ну, были слушай, крутые мультики, и я до сих пор жду полнометражный мультфильм по вселенной Overwatch, первый. Мгм. Но этого нету. А там очень крутые. А у Marvel я у этого не очень вижу. Но у них все, ну, у них Но сама у них история комиксы, крутая изначально. У них киновселенная, Мгм. да. Да. И еще очень круто, что они добавляют скины сразу же на старте. Там были скины там из определенных там комиксов старых, из там киновселенных, вот там костюм из такого-то фильма, например, да. И вот, слушай, ты затронул про синематики. Как думаешь, по какой игре вот самые крутые синематики? StarCraft. Warcraft. Стендов. Warcraft, StarCraft. Стендов? Шучу. Ты так не шути. Синематики Нет, там стендов. тоже Синематик по классные. стендофу? Синематики стендов это когда... Ладно. Ну, синематик по Слушай, у Warcraft, Diablo ты как очень фильм крутые смотришь. синематики. У просто. Диабло крутые синематики. Да, у Вообще, Diablo тоже о. крутые. Я не знаю Ассасинов лора тоже. особо Диабло, но мне когда рассказали лор и показывали типа трейлеры, там или какие-то видосы, я такой, что? Он был ангелом, стал Мне демоном. супер нравились синематики Elder Scrolls Online. Меня Короче, мурашки пробивает трейлер Скайрима до сих пор. Когда Давакин начинается вот этот вот разгон. Ну ладно, мы Нет, там немножко крутые не в ту мемы, степь когда уходим. ты, ну, типа, там чувак вот так ударяется головой, и раз Ну, он в телеге Ну, появляется. это Вот да, я... да. И прострелили колени. Да, Леша? Так, ребят, давайте поговорим о конкуренции с устоявшимися лидерами. То есть в LoL это Корея и Китай, а в Valorant это Европа и Америка. Что вы думаете об этом? Ну, По-моему, исторически так сложилось, потому что эти... По-моему, СНГ регион сам никогда не был силен в лоле. То есть там какие-то разовые были выстрелы. Очень разовые, да, и там... У нас эта история не прижилась. У них... Ну да, у не наш них- сеттинг, не наш Да, вот как-то... то есть смотрите, да, ну там история вообще как бы какая у них? Там в Америке очень популярные приставки Да. изначально. У них и есть как бы такой вот культ джойстика, да. Вообще PlayStation это же Япония, да, Sony. Мгм. Тут история такая, что
В Азии культ сейчас экрана, да, смартфона, поэтому мобилки развиваются, PUBG Да, Mobile, да. MLBB, там, что там, Arena of Honor Valor, of Kings, например, да. если сравнивать развитие Honor of Kings в Китае и в СНГ, ну это вообще небо и земля. А у нас это не приживется, ну, пока что никак, и в Европе тоже. Я имею в виду СНГ, Европу, да. У нас это не приживется, у нас клавиатура, мышь. Мы жестко на этом. Почему плойка, например, не прижилась в СНГ? Это дорого. Это дорого для нас, Тебе да. нужно купить там $400, например, PlayStation, и Каждую еще по игру $40 покупаешь. покупать игру одноразовую. то-то-то, да, Зачем? Если ты можешь за эти $40, ну, купить скины в доте себе, арканку. Потом Две еще арканки перепродать, за 2000 рублей. еще и заработать, да. Слушайте, в целом, давайте так начнем. У нас помимо игроков есть еще и сторона издателя. И в конечно. случае с Азией у нас просто тонны издателей. У нас есть те же самые Tencent, у которых огромное количество различных игр. Там в Америке есть Activision, есть Blizzard. И у всех этих компаний есть какое-то свое условное наследие, какие-то свои фанаты изначально там N лет назад. То есть там даже десятки лет, грубо говоря, поколение воспитано на Марио, поколение воспитанное на серии игр Call of Duty. И эти, условно, человек играет Call of Duty, он играет там, в каком 2003 году, по-моему, вышла первая колда. Самая, ну, где-то в Типа, нулевых. Я родилась в этом там году. нулевые, да, там Да, точно нулевые. То есть чувак сел играть в крутую стрелялку, поиграл в нее 20 лет, и вот, условно, у него там может появиться сын, который через 10 лет тоже будет играть в ту же самую стрелялку, потому что все знают уже лор вселенных, все знают классических героев, и в целом культура мемов обросла вокруг этой игры. Но Ты даже мы если берем- не играешь в колду, ты можешь что-то знать, какие-то мемы. Ну Если да. мы берем Call of Duty, просто даже когда вышел Warzone, ну, скажем так, автоматически родиной стала, ну, как бы США. Ну да. Потому что это культура, вот, любые фильмы, сериалы какие-то смотришь, да, Да, и у них на у фоне, Америки если что-то играет, это Call of Duty всегда. Всегда. И в Call of Duty очень популярно, раньше было там в какой-нибудь там 10-12 год, это еще Modern Warfare первая, по-моему, вторая только было, по-моему. Там очень были популярны фраг-муви. Самые крутые фраг-мувики это были Call of Duty. Потому что ты убиваешь, у тебя там это перекрестие Да. появляется. Да, там да. Там какие-то очень переходы. классные фраги. Я сам играл в MW. Да. Это же была какая-то революция среди игр. Это все как-то мимо меня прошло, потому что я чуть на других играх росла. Блин, попробуй пройди. Сейчас это все равно будет очень круто, потому что там чуваки использовали... Вот что они использовали, типа, 10 лет назад, там, 15 лет, они до сих пор это используют. Тепловизор, датчик сердцебиения, что-то. Это до сих пор перекочевало в, там, Ну, в вот мне Warzone. не нравится конечно, вот да. этот конвейер, который они делают, новая игра, Да, еще конвейер. какая-то Ну, часть, да, еще да. Там одна был часть, Infinite тысячи, Warfare, миллион Advanced частей. Warfare, там что-то еще, там они Black клепали. Ops, что-то еще, Да. Modern Warfare, обычная, тысячи миллионов частей, ты не понимаешь вообще, какая самая актуальная даже, какую проходить, во что играть. Я думаю, что нельзя не отметить влияние экономической ситуации, в принципе, тоже, вот, на развитие киберспорта в этих странах. Вот, Леш, вот что можешь сказать по этому поводу? Ну, в этом плане в целом Азия, Америка, СНГ, Европа живут в разных вселенных. Если мы говорим про условное сравнение зарплат СНГ и зарплат Европы, будет разница банально из-за запроса. То есть, условно, если ты живешь в каком-то маленьком СНГ городе в степи, у тебя какие выборы в целом жизни? Это ты про мой Волгоград имеешь в виду? Город в степи. Возможно. Какие у тебя выборы в жизни? Именно маленькие, если город. Давай То я буду есть либо отвечать. какое-нибудь Никаких. сельское хозяйство, это может быть завод, это может быть куда-то переехать, может войти. А может играть в какую-то игру. И в целом, если ты будешь получать условно $400, для Тебе будет тебя это хватать. уже будет где-то равноценная история. Да. Если ты живешь в Европе, $400 разница это, ну, как бы... не столько уровня жизни, сколько минимальной зарплаты, которая тебе нужна, чтобы поддерживать Чтобы свой поддерживать, да, минимальный- дефолтный уровень жизни, он совершенно разный. Поэтому там $2000, ну, там налоги у тебя на них будут большие, потом стоимость аренды, стоимость продуктов у тебя больше, именно если мы говорим Да, об да, эквиваленте конечно. в валюте. Поэтому очевидно, когда к тебе придут, скажут, ну что, за $1000 в PUBG Mobile играть пойдешь? Ты скажешь, что? Ну, куда, Зачем? кого? Куда? Ты школьник, не знаю, из Индонезии или Малайзии, или Филиппин. У тебя средняя зарплата по стране, если я не ошибаюсь, там от $300 до $500. Ну,
Ну да, 500 Ну да, долларов да. плюс-минус. И у тебя есть возможность пойти в академки какого-то крутого клуба, где ты, если дойдешь до основного состава, будешь получать, например, $2000. Очень условно, если мы говорим. И как будто бы это уже реальная профессия, реальная Серьезно можно к этому значимость. относиться, да. То есть, в целом, твое развитие видят окружающие. И в том числе это стоимость каких-то буткемпов, это стоимость организации всей этой истории. В Азии огромное количество клубов, которые никто из нас с вами не знал до поры до времени, но при этом там целая экосистема. У них может не быть партнеров, но у них стоимость содержания, в например, принципе- клуба дешевле. Я помню, очень давно захайпился ролик, может, несколько лет назад, когда Бигетрона были чемпионами мира. И они на свой YouTube-канал выложили обзор своего буткемпа, и все такие, чего? Да-да-да. Там комната, в которой лежит условно 3 матраса, на этих 3 матрасах на полу там застелены эти матрасы, там спят игроки. Потом у них одна комната, в этой одной комнате комп-тренера, 3 дивана, на этих диванах они играют. Им норм, и они И им чемпионы норм. мира. А это не то, что им норм. Для них это хороший, крутой буткемп. Если ты там американцу или европейцу покажешь это, он скажет, Чего? вы куда меня привезли? Не пятизвездочный В отель смысле у не нас? пятизвездочный отель? Если нету спонсора какого-то, если нету денег, скажем так, в этой индустрии в какой-то стране, если нету денег, если нету какой-то компании, которая может... Ну, то есть компания приходит, хочет там вложиться в киберспорт, там в какой-то стране, энной, да? Она должна оценить какие-то медиахваты, что она обратно получит, да, каких она пользователей получит, там, какие-то там деньги заработает с этого. Если она не заработает, она ничего делать не будет. Если она ничего не делает, в стране нету инфраструктуры для развития киберспорта. Конечно. Да, и поэтому в этих странах какое у тебя может быть развитие? Например, там играть в Faceit, стримить его, КС-очку, свою игрушечку, да, и зарабатывать на стримах. И потом тебя, например, может заметить организация, там, тир-3, потом тир-2, там, да, или там тот же там, пример, когда юные игроки идут в академки. Да. Какое у тебя развитие? Если у тебя нету ни академок, ни киберклубов, ничего, как? То есть мы У знаем, тебя например... нет никакой стабильной тир-2, тир-3 и академической сцены. Сцены. Мы знаем про команды, например, там Фурия какая-нибудь из Бразилии, да, там, ну, Аргентина, может быть, какая-то, а Чили, Перу, что-нибудь знаете про эти страны? Там Нет, есть конечно. киберспорт? Вот Там это есть инфраструктура? Это то же самое, что у нас в PUBG Европа. У нас практически нет сильных Да. команд из Европы. При этом, Им это неинтересно. да, при этом, если мы берем Китай, китайская сцена в PUBG это совершенно вообще другой мир. Там у них такие зарплаты, там такие турниры, там такая экосистема, что китайцы приезжают к нам на ПМГЦ, да, за которым мы целый год боремся, чтобы пройти. Китайцы приезжают на ПМГЦ, и для них это не... Это не что-то особенное. Это не для что-то них в особенное, это не как у календарном нас, году. я вышел на ПМГЦ в Малайзии, то-то-то. Для них это, турниры, а когда мы пелы будем играть там Но дальше? призовые общие все равно меньше, правильно понимаю, чем в доте в КС? Конечно. Ну, У нет. кого? PUBG Mobile? Если сравнивать, например, International и ПМГЦ, то, конечно, в ПМГЦ... Нет, совокупно за год призовые, я имею в виду. Я Ну, просто за не год? могу... Совокупно за год, если мне не изменяет память. Типа в КС он там 20 миллионов. Там, топ-5 находится 10. PUBG Mobile, MLBB, Honor of MLBB. Kings, по-моему. Это 3 мобилки точно, которые есть. Вот Honor of Kings, если мы берем, откуда такие призовые? Вот, Спонсора, инвесторы. Ну, спонсоры Смотрите, приходят. кто из вас помнит тир-1 команду в КС из Китая? Какие-нибудь Тайлу. Rare Atom, Тайлу Ну, приходят. типа того, да. Собственно, вопрос, почему так вышло? Зачем им играть в КС, если у них есть свой Свой разработчик, своя игра. Crossfire, в котором офигенные призовые, и ты В можешь... Crossfire призовые офигенные. Да, А сколько там за год разыгрывается? огромное количество денег. Я тебе сейчас точную сумму не скажу. Но вот на примере Honor of Kings давайте разберем. Много кто вообще не знал, что это за игра. да, Если у я нас- тебе начну перечислять клубы из их лиг, ты никого не знаешь. Я в офисе делал эксперимент. Я подходил к паре коллег, показывал им на планшете логотипы нескольких организаций. Логотипы выглядят так, как будто их нарисовал ребенок в Paint. начальных классах в Paint, реально. Ну, там на информатике, может, в 5 классе Да-да. было задание, он И нарисовал через в Paint. яишку И сгенерировали, я знаешь. спрашивал, как ты думаешь, сколько призовых заработано на этой организации? Это организация такая? А оказалось, что это, во-первых, организация, во-вторых, у них заработок что-то 7, по-моему, миллионов только внутри Honor of Kings. Потому Долларов? что долларов. Призовой Прибыль. Honor of Kings в 23-м, 24-м и 22-х годах каждый раз был около 10 миллионов долларов. На один турнир.
на чемпионат мира. Это сравнимо с Апексом. Это сравнимо с Апексом, это соизмеримо с некоторыми интернешнлами. Ну да. При этом у нас в СНГ Honor of Kings это типа... Ну что там устраивают? Weekly челленджи вот эти Да вот, да? кто Там знает про Honor of Kings? Вот так сначала, знаешь. А вот... А объясните вот мне, зачем вообще издателю развивать какие-то регионы, если они никак ему не дают никаких чисел? Ну, Интересно знаешь, как, по просмотрам. тут можно говорить с точки зрения бизнеса, что там спрос рождает предложение, там, что есть какая-то конкуренция, значит, там есть точка роста там, и так далее, потому что ты у каждого конкурента заберешь себе аудиторию. Но бывает такое, что ты можешь упереться в стену, и все, и ты дальше не можешь двинуться. Просто тебе не дают. Есть, вот Dota CS, точка, все. Да? Плюс еще, если, например, разработчик не заходит, но люди играют в эту игру, дисциплина, как киберспорт, не развивается, не растет, понимаешь? Тут такая история. Я же говорю, нет денег, нет инфраструктуры, нет команд. Все. И зачем, ты абсолютно логично сказал, зачем развивать, там, условно, Tencent, какую-то, там, Европу, например, зачем им лезть туда? Если у них Китай хорошо идет, если у них там, Юго-Восточная Азия хорошо идет, зачем лезть? То же самое, там, можно сказать про Африку. Типа, зачем лезть как бы туда, где нет инфраструктуры? Вот сейчас арабская сцена тоже очень развивается. Арабы вкладывают очень большие деньги. Расскажешь? Смотри, если мы берем про EVC, например, какой-нибудь, да, что там вкладываются деньги в проведение, там, типа, eSports World Cup, да, как чемпионата мира, там, где там 25 дисциплин, большие призовые и так далее. Это одна история. Это история про то, что страна принимает, турнир, принимает куча команд, и она такая вот, знаешь, как точка, как медиана какая-то, да? А если мы говорим про киберспорт внутри этой страны, ты знаешь какую-нибудь команду из этой страны? Или какие-то... Вот, кстати говоря, если говорить об этом, вот недавно прошел ПМГО турнир. Там была такая полулюбительская, полупрофессиональная команда из Саудовской Аравии. И я решила зайти и посмотреть, типа, а что это за игроки? Но я их, например, вижу, не в первый раз, но как-то в PUBG они, не особо популярны, да? Я захожу, смотрю на Википедии, просто по 250, по 300 тысяч долларов призовые у них за карьеру. И я сижу и думаю, а кто эти люди? А это много? У них просто саудовские лиги. А это много вообще? Вот где начинается много? В PUBG, да. Для PUBG это нормально. То есть 300 тысяч долларов это нормально? На человека. На человека за я, карьеру, я пытаюсь понять градацию. То есть где нормально, где не нормально. Это нормально. Окей. Team Falcons, это считается за арабскую организацию? Там европейский же состав. А кто они, я дико извиняюсь. Нет, потому что составы-то у них разные. И что? Вот это единственная, по-моему, команда, которая у нас есть. Twisted Minds. Twisted Minds. Получается так, где? Нет, их на самом деле много. Фальконы, Twisted Minds. Есть ребята всякие местные, типа R8, которые на самом деле довольно популярны. Вот я, по-моему, про R8 и говорю, что, по-моему, это они играли на ПМГО, и я просто захожу и вижу, а кто? А потом мне говорят, так они саудовские лиги свои играют. Я такая, то есть там инфраструктура есть, получается? Там есть. Есть. Большая очень инфраструктура, мне кажется. Там просто вкладывают они в свои турниры, сами между собой проводят, да? Давайте... EVC, вот в мире киберспорта, на мой взгляд, это одно из лучших событий, которое вообще произошло за последние года. Конечно. Потому что ребята пришли, какую-то свою бизнес-модель создали, вложили кучу денег и сделали так, что дисциплины из разных миров соединились. Мы можем взять MLBB, мы можем взять Free Fire, мы можем взять другие дисциплины, которые были популярны, например, в Азии. Там... Шахматы можем взять. Шахматы не будем брать. Там была огромная местная аудитория, там была огромная крутая местная экосистема, там игроки, там зрители, там просмотры, там деньги. Но при этом, как я уже говорил, если я скажу кому-то из вас, именно оттуда пару лет назад никто вообще не узнал, кто это. Сейчас туда заходят Фальконы, Virtus.pro, туда заходят Twisted Minds. Как партнеры? Туда заходят Ликвиды. Они заходят туда как партнеры, они покупают местные команды, они покупают местных игроков. Мы подписываем там составы игроков. Да. Они сделали так, что западный мир столкнулся с восточными играми, восточной аудиторией. Мы говорим, помнишь, я сказал, деньги, инфраструктура, команды. Бизнес. У них есть деньги. Первая ступень, о чем я сказал. И вот у них команды. Вот у них, получается, лиги. Вот у них чемпионат мира не просто как какой-то по одной дисциплине,
А сборные, как Олимпийские игры, по сути. Ну, Они, по-моему, да. даже, принимают, да, Олимпийские игры? Фаза первая, они влили денег. Фаза вторая, западные клубы начали интересоваться азиатскими дисциплинами и азиатскими игроками. Аудитория этих клубов начала интересоваться, а что это за игры, что там за команда, что вообще происходит. Как туда зайти? А потом пошел обратный эффект. Ребята типа All Gamers, ребята типа Thunder Talk, они идут на Запад, и они смотрят ребят. У там All Gamers, условно, есть уже составы по играм, которых не было. То есть это не работает в одну сторону. Это не то, что западный капитал Вообще, с чисто заскочил в Азию. приходом eSports World Cup много организаций начали подписывать в других играх составы. Они начали В подписывать, других дисциплинах. во-первых, составы в новых для себя дисциплинах, Да, а во-вторых, Конечно, нужно же аудитория засветиться перехлестнулась. да, это круто. Ну, UFC это, в принципе, такой как UFC праздник, молодцы, нет, праздник арабы киберспорта, на красавчики, самом деле, но- да. Они совершили одну ошибку. Они должны были добавить, к сожалению, любимая игра миллион, наверное, человек, миллионов, это Dota Underlords. Кто? Dota Underlords. Это были шахматы, автошахматы. Авточес есть Да. в Да, Доте. был авточес В в MLB Доте как тоже есть, кастом. Она кстати. есть, да. Были, Да, не только, мне были, кажется. Ну, и были не только авточес. MLB. Автошахматы. Это ж в смысле Шахматы, но с авто. персонажами. Они типа- сами, короче, они прям, ты ставишь типа просто фигуры. шахматы, но Как в вместо Гарри Поттере фигуры же. персонажа. Да. И персонажи типа дерутся там на шахматной доске. Ага. Да, И ты им- комбинируешь там разные там отряды, да, разные да, там есть фракции, разные гильдии, фракции, бла-бла-бла. например. Да, И там это была топовая шмот игра, на знаешь них почему? выпадает. Ты мог играть, например, ты играешь на ноутбуке, она играет на компьютере, он играет на планшете, я на телефоне. Это была Кросс-платформенная. супер Да, кросс-платформа была. Мы учились в универе, и мы просто все пары играли в эту игру. Ты в доту на телефоне не поиграешь, а хочется что-то вот такое компетитив. Они сделали круто, они добавили Battle Pass, они что-то сделали, и просто вот так бам, и обрубили всю игру. Вот я в одно время, например, очень много играла в MLBB, потом мне как-то надоело, я переключилась на другие моба-игры, но я иногда заходила поиграть в шахматы в MLBB, потому что У них там ну очень реально круто они прикольно сделали, же. да. Это очень прикольно. Это знаешь как? Для людей с СДВГ, короче, это очень прикольно отвлечься, резко поиграть во что-то и не думать. Да, да. И там В шахматах не думать. Это не такие шахматы, понимаешь? это Ты не типа ставишь классические персонажей, да, и там ты Ладно, собираешь... я не Слушай, играл, я покликать и пойму, не мне думать кажется, можно по мне факту это в любой непонятно игре. просто. Блин, ну как ты в КС поиграешь и не покликаешь? Ну, слушай, на не каких-нибудь подумаешь. серверах ты просто берешь дробовик в руки и погнал. Да, погнал, а бежал. если- Ну, хорошо, а если- Дэмки Или бегаешь. серф в КС. Просто я иногда включал фильм на втором мониторе и серфил в КС. Вот Хорошо, в а PUBG с- Mobile добавили тему, как еще, например, в Fortnite, в Вовке у нас это называется. Ты создаешь сам карту, какие-то прикольные условия делаешь, да? Вот этого в стендофе очень не хватает. А в стендофе, скажи мне, вот где какие регионы сильные, можешь объяснить? Вот я про СНГ стендоф вообще, это например, российская игра от русских разработчиков и только СНГ регион. Сейчас они развивают Бразилию. Бразилию очень сильно, но бразильские игроки еще не доросли до такого уровня, как мы. Они тоже приедут в Москву, на мажор у нас вот скоро будет проходить. Они прилетали, кстати говоря, разработчики уже. только развивают сейчас Бразилию. Они Азия? уже прилетали, да, даже. Именно Бразилию, я не понимаю. То есть Европу, Азию, Да, хотя там очень тоже странный есть выбор. игроки, и они тут неплохо играют. Ну и там побольше как будто бы денег, чем Бразилия и организации. Почему-то Кстати не говоря, развивают. есть Именно организация Бразилия, Alpha 7. Так, Вот в мире PUBG это прям old организация с очень крутыми игроками, с очень крутыми результатами. В стендофе Alpha 7, ну как-то вот... Не, ну в Бразилии у них, они топ-2 на данный момент, и они были на мажоре, и у них даже есть свои наклейки в игре. И еще есть бразильская организация Corinthians, это вообще футбольная команда, там, Ну, как с SRG. многомиллионным Молодец. бюджетом футбольная команда бразильская. Вот. Но именно по уровню игры, конечно, они сильно отстают от СНГ региона, просто по годам даже. а в чем разница? Вот в чем разница игры? Ну, в мышлении, смотри, я в вот- опыте просто игры. Они пракаются между собой, они не пракаются против СНГ команд. Они просто хуже играют. Вот игры, Меньше в которых опыта. много регионов, у них везде отличается игра. Даже у нас, Не, когда это СНГ я игроки понимаю. приезжают играть там с арабами, условно, это совершенно по-другому игра играется. Вот. Ну, не Ну, это другая, как своя наши мета приезжают в какая-то. МЛББ там играть в Индонезию, Филиппины, вот, или там дотеры, каэсеры. Дота очень же сильно популярна была в Китае в одно время, да, там и Home всякий, IG там и все такое. И потом раз и резко все. И все С как будто ушли в приходом WoW. Лола? Да, все как будто ушли в WoW Valorant. Вот Да. была арена в Valor, прикольно. В Valor, это Очень тоже от много вот Tencent. моба игр именно. И Потому что у всех разные,
чуть-чуть разные сеттинги, понимаешь, разная обертка. Суть игры одна и та же, но обертка разная. А что интересного, уникального выходило в шутерах? Был прикольный, то есть можно отматывать, да? Deadlock вышел прикольный, но он тоже полумоба получается, шутер-моба. Да. До этого вышел год или два назад, это Finals, но она как выстрелила, Блин, так мне и Finals загнулась. очень Finals понравилась. очень прикольная. Она очень классная. Это случай, когда зажали денег на то, 100%. чтобы Да. раскрутить игру. 100%. Вы прикиньте, какой бы там был офигенный зрелищный киберспорт. Очень. Это Finals. Она Это очень в целом быстрая, игра, которая очень изначально мобильная. и выглядит, и подается как то, что станет киберспортом. Но при Да. этом сами разработчики, насколько я помню, говорили, что его там не будет. Ну, у них А огромный какая цель потенциал тогда был. у игры? Ну, типа, ради чего? То есть сейчас Какая все цель у игры, всех остальных игр? все игры делаются, чтобы заработать денег, чтобы там создать комьюнити, там, если это киберспортивное какое-то направление, сделать киберспорт вокруг дисциплины. Ну, вот смотрите, вышел недавно, там, буквально месяц назад, там, или два, Fragpunk. Не Нечто пробовала. среднее между Point Blank'ом, Crossfire'ом, CS, Valorant'ом, какие-то карточки какие-то, ну, то есть Мгм. непонятно. А механика та же, там, типа, там, условно, поставить план там или еще что-то. Но она вообще В целом есть просто ощущение прошла того, что мимо. сейчас Просто перегружен всем очень сильно очень, рынок. очень. Я где-то Да. видел мем на эту тему, что изначально вот какой-то маленький инди-разработчик сделал крутую игру, она выстрелила, к ним приходит большая компания, говорит: у вас 1 миллион онлайна, готовы купить игру. На следующее утро он просыпается, спрашивает: ну что, сколько у нас там онлайна? Говорят: 3. 3000? Ну, не так плохо. Ну, надо поднять. Ему говорят: нет, просто 3. Все, нашу игру никто не играет. Это очень большая. Потому что в целом на рынке появляется какая-то игра, она стреляет, умирает. Слишком... Потому что появилась другая крутая игра. Игра пройдет как по нотам и со вкусом, когда Яндекс.Еда под рукой. Заказывайте любимые блюда и напитки с максимально выигрышной скидкой от Яндекс.Еды. Есть ли перспективы для роста мобильного киберспорта именно в Европе? Потому что если брать тот же PUBG Mobile, ну, в Европе как будто бы не особо он, зато Азия. Может, из-за роста жизни там у всех компаний. В целом многие играли на ПК у друзей, в компьютерных клубах и так далее. В случае с Азией, и в том числе, кстати, давайте захватим в целом Азия и Индия в том числе. Мгм. Во-первых, Так. В Индии вообще все в весело некоторых сейчас. странах у нас есть уровень жизни, который ниже европейского. Например, в Индии, где в целом среднестатистический житель, особенно ребенок, потому что, наверное, в игры начинают с детства, собственно, Конечно. играть. Просто компов у Он них не нет. может себе позволить, мало того, что комп, Еще и периферию, он не может мониторы. себе позволить место, чтобы разместить Даже где-то место. в комп. Ну смотри, Ну, конечно, в Индии же... в ну, Азии, Индии, да. в некоторых городах есть такая проблема, что в целом люди живут на Очень очень компактно. маленьком количестве метров. Да, тоже Жесточайшая Японию урбанизация брать, вообще. квартиру. Если Первый у нас стран. с тобой есть опция выделить себе там 2 квадратных метра, чтобы разместить там стол, стул, комп, он едет на работу, приезжает с работы. И он Подожди, там ты про тратит ребенка говоришь? А? Ты про ребенка говоришь? Хорошо, ну Нет, учеба. да даже не про Даже ребенка. ребенок, представляете, проснулся, пошел на работу, приехал с работы, когда ему играть в компьютер, ну как бы. Там другой... там Представь, что ты менталитет азиат. просто. Представь, что ты Нет, азиатский там другой школьник. образ жизни, Ну, пойми, там другая вообще жизнь, другой образ соответственно, другой жизни. мир. Когда у тебя, представь, там Вот какая-нибудь Не, ну, Испания, а у тебя там... мобилка, она разовьется когда-нибудь так же хорошо, как в Азии? В но теории, других да. регионах? В теории, да. Мы говорим про вопрос там закупки рекламы, грубо говоря, сколько денег в это надо вложить. Но зачем вкладывать, условно, в изначально заведомо бессмысленный регион, где ты можешь, наоборот, посмотреть на Филиппины, Индонезию, Малайзию, где МЛБ там супер стреляет, Да, МЛБ и вкладывать Малайзия туда. Они вообще. там рок-звезды. Да, там вообще другая вселенная МЛБ, понимаешь? У нас тоже игра популярна, у нас тоже есть киберспорт. У нас совершенно на другом уровне. огромная аудитория игроков МЛБ в СНГ. Но Она не сопоставима с азиатской. но про 1% людей знает о киберспорте. Хотя везде, в самой игре Ты у даже тебя на когда заставке заходишь, MCC, вот, да, пятый да, MCC, сезон. заходите, смотрите, Да, поддерживайте да. на трансляции. Неинтересно. Людям неинтересно. Почему? Не знаю. Не понимаю. У нас в PUBG, кстати говоря, тоже есть уведомления. Там вот, например, когда пришел ПМГЦ, сделали даже загрузочный экран. Но все равно вовлеченность в киберспорт очень маленькая. А Особенно почему если неинтересно, семьей брать. может быть? Вот как вы думаете? Честно, я не знаю. Ну просто как-то, ну вот не Ну, вовлекаются. тебе интересно смотреть вот PUBG Mobile, например, Конечно, там, я соревнования? я киберспорт в PUBG смотрю с самого его зарождения. Почему тебе интересно? Я, например, в принципе люблю киберспорт. Я смотрю не только PUBG Mobile, да, то есть я просто смотрю его для эмоций. Я получаю от этого эмоции. Мы можем сказать историю о том, что на самом деле вот все популярные дисциплины, да, или там дисциплины популярны в том или ином регионе, это какая-то история, как сказать,
рост и популярность сам по себе произошел. Просто вот так получилось. Ничего не привили специально. Ну, У нас в регионе не привили специально Apex. Ну, Популярная игра, но не настолько популярна, как в Америке там, или в Японии какой-нибудь. да. При этом у ИА есть сервера, например, в Бразилии, в Сан-Пауло. Там куча игроков, но все они читеры. Люди заходят на Сан-Пауло, потому что это перелив. Представляете? Соболезную. В ЕУ есть сервера в Западной Европе, но при этом там тоже читеры. Но киберспортсменов намного больше, чем типа в той же Бразилии, там где-то еще. И игра популярна. И все там популярны. Почему? Потому что там есть джойстик, можно играть на джойстике, там Aim Assist, а как мы уже обсудили до этого, в Америке очень популярный культ этого джойстика. Да, И в при этом, Америке и при на этом они там, консолях прям. да, и при этом они там суперзвезды. То есть есть такие, как It's Timmy, Aseo. На EVC 2024 вошел даже в топ-10 по версии Forbes Мирон, Эффект. Играет в европейской команде Альянс. Они заняли Топ-10 первое место. чего? Топ-10 игроков по версии Forbes. Там по призовым, по-моему, вот недавно было. по призовым. Да. И Заработанным. он вошел в эти топ-10. Мирон из Альянсов. Он супер крутой, супер там игрок в Apex, просто легенда. Очень молодой, ему, по-моему, 19 или 20 лет. И при этом, при всем, он на джойстике. У тебя нету шансов в Apex в конкуренции против джойстика, потому что тебе доводит все, тебе все доводит. У тебя нет... Это, кстати, подожди, это, кстати если ты говоря, на как- клаве играешь, у тебя нет aim-ассиста. Да, Это как в А Fortnite. на Да. турнирах, на ланах там как? то же самое. Все на геймпадах Ну да. играют. Да, И ты знаешь, все все- учатся изначально Смотри, на не геймпадах. все, но подавляющее большинство. Подавляющее Подожди, то есть можно прийти на лан и играть с клавиатурой Да. и мышкой, а ты можешь и с Да. геймпадом, то есть Вот там да. можно Вот, и выбирать. Да. Например, я Охренеть. обожаю играть в Впервые Fortnite, слышу да? об этом. Я Да. очень люблю Fortnite. Но я захожу, и вот я думаю, вот меня убивают, я в первую очередь смотрю, с чего чел играет? PlayStation. Или Всё там Xbox. понятно. Понятно. Да. Не, я окей. просто не думал, что на геймпаде даже можно играть А знаешь, лучше, как- чем, с компа и мышки, когда ты Да. сам все контролируешь, Объясняю у тебя тебе, в чем больше прикол. клавиш, ты можешь все, там даже кнопки, можно Смотри, реально ты все ведешь вот так прицел, и когда ты наводишь на противника, у тебя он раз и как бы зависает. я понимаю, В PUBG, что кстати, такое то же самое aim-assist. есть. Да. Да, в PUBG Я тоже это понимаю, есть. Механика, когда тебе помогает. А в Apex механика есть. Например, секрет, лайфхак по Apex Legends. Ты когда делаешь просто стрейф А или Д на клавиатуре, у тебя просто 0 отдач, no recoil. У тебя просто, то есть ты когда прицел держишь на месте на мышке, у тебя все стреляет в одну точку. У тебя не уходит прицел ни в куда. В Апексе нет отдач? И Смотрите. если ты по механике нажимаешь А или Д, стрейф в одну сторону. Смотрите в целом. Вопрос по механике, как говорится. Рубрика «Механика». У нас есть... Давайте возьмем 2 уровня игроков. Казуалы и профессионалы. Почему изначально есть aim-assist на джойстике? Потому что аимить на джойстике сильно проблематичнее, чем на Ну, клаве да, с мышкой. да. Обычному игроку. Обычному игроку. Но, Ну, это да. если ты про-игрок, то ты знаешь, что в случае, если ты делаешь микродвижения именно Не довелся, перевелся. ножками куда-то, то у тебя сильнее становится aim-assist. За счет этого опытные игроки делают что? Используют свою пользу. Они, когда начинают стрелять, они при этом немножко ходят влево-вправо, и за счет этого у них aim-assist помогает им сильнее. Ну, такое различие есть даже вот и в PUBG, например. У нас же не все с гироскопом даже играют. Ну, обычные ребята, которые просто заходят там после работы паблик погамать. Ну, то же самое и про раскладки, да, это влияет очень сильно. То есть, понял, в КС ты, например, или в Valorant ты делаешь стрейф, и у тебя отдача, Я улетает. понимаю, там правильно Там кнопки просто жмешь, пули вот так Counter-Strike, и все, и у тебя все Да, в точку. я к тому, что это все у тебя просто улетает. А в Апексе, наоборот, ты делаешь стрейф вправо, просто, как знаешь, просто так двигаешь. Короче, на ходу там в вода, Apex'е Да, просто и ты можно просто стрелять, убиваешь, клипаешь всех подряд. Но при этом в Америке, в ЕУ игроки известны, у них там рекламные контракты, что-то еще. У меня есть знакомые ребята, они сильнейшие игроки в СНГ, но нет дотягивают. команд, нет организации, в СНГ. нет инфраструктуры, их никто не мог подписать. Им нужно было там банально по 100 тысяч рублей, чтобы переехать там, в Казахстан, например, сыграть, какие-то там квалы, пролигу, что-то еще. Они сыграли, после этого их подписали команда, организация DMC такая была в прошлом году, и они сыграли, заняли 5 место на EVC.
сильнейшие. Они взяли лучших стрелков СНГ. Озус, Таскмастер И они на и геймпады. Брейсис, да. Нет, они на клавомышах. Все. О, красавчик. Ну вот, кстати, как вообще вот влияет киберспорт вот на жизнь молодых игроков вот в Азии, в Западе и в СНГ, если брать? Вот ты говоришь, рекламы там, они звезды, да? Вот у нас, например, если брать... Опять же, PUBG Mobile, Китай, да, есть Парабой. Это легенда, который сейчас он даже может не играть, но он на рекламных контрактах просто на всю жизнь себе вперед заработал. Типа Кинг-Конга в МЛББ. Ну, типа. И берем, например, СНГ. Ну, я не знаю, кто у нас когда-нибудь сможет сравниться. Да легко. Да вот в СНГ у нас много Нет, таких я примеров. говорю про PUBG Mobile именно. Именно PUBG Mobile? Это я Леше говорю, да. Киберспорт — это еще один социальный лифт, в котором ты можешь выстрелить. Мгм. И выстрелить сильно. Есть просто люди, которые, соответственно, у нас каким-то образом фиксируют, скажем так, прибыль, которые, когда они играют в киберспорте, они еще развивают свою медийку. Когда Да. они уже становятся неконкурентоспособными, Все уходят в медийку. они уходят в Стримы, медийку. Да. Ну, Потому что тренерство. это Многие вектор уходят, развития. становятся тренерами или там какими-нибудь да. аналитиками или комментаторами где-то, да. Но вот в Мы тут на медийку предыдущем, как будто на Twitch на там предыдущем пойти подкасте стримить. тоже это обсуждали, что Да. как только киберспорт, ну, как киберспортсмен себя изживает, да, человек, он сразу же уходит. Медичка, но это, опять же, У если него есть раскачано. продолжение. Но у нас в СНГ Если как не будто игроки профессионально. очень ленивые на медийку. Подожди, мы говорим сейчас только про PUBG Mobile, правильно? Да, но не Да только не, про PUBG Mobile. Просто в принципе. В целом, Ну в вот целом давайте хорошо, в играх вот по медийке. последний самый яркий пример. Дурачье. Это Ушел из единицы. команды, пришел, отдохнул, пришел в тундру, 4, по-моему, трофея забрал и опять ушел отдыхать. Он, когда запустит стрим, сколько у него онлайна будет? Сколько? 1050? Много. 60? Много. Не, ну это единичные случаи, мне кажется, Хорошо. по таким вот именно популярным киберспортсменам, которые развивают свою медийку. Зачастую большинство, они сидят, ничего не делают, и там Смотри на запустить одного один стрим. и киберспортсмена, всё. который развивает свою медийку, поэтому Да. сейчас сидит, но хотя бы разговаривает. Ты понимаешь, что у тебя, когда ты вот... давай возьмем СНГ. У нас... Это фокус большой. У забирается. нас все равно есть история с тем, что зовут на интервью, зовут на подкасты, тебя светят медийно и так далее. Ты все равно сразу, если ты в тир-1 команду попал, ты сразу становишься какой-то звездой в любой дисциплине. Понимаешь? В любой. Вот, ну, у нас есть градация. Либо Да, они тир-1, либо становятся ничего. звездами, но они не развивают свою медийку дальше. Вопрос, как ты используешь. Вопрос Да, это как ты желание это человека, делаешь? наверное, знаешь. То есть вот там, когда ты стримишь, ты хочешь себя все равно как-то самовыразиться, показать да. свой скилл, показать, как ты общаешься, что-то еще. Не все люди такие. И есть люди, там, которым неинтересно развивать. Как они приходят в эту индустрию, по сути. А Ну зачем? Он Видите. получает зарплату как игрока, например, получает призовые. Зачем ему еще что-то? Ему же может не хотеть? Но на Например, самом может. деле, вот знаешь, меня это очень часто смущало. Вот я, например, как человек, который любит медийность, да, вот я смотрю иногда на игроков, думаю, ну, у тебя такой потенциал, ты находишься в крутой организации, ты можешь, ну, круто стримить. Да, они и порой снимать просто видосы. 2 слов не могут Да, связать но там на и- интервью И, например, вот каком-нибудь когда или ты говоришь, а зачем это на мне не съемку. надо? Но ты же идешь в киберспорт, ты же понимаешь, ну, что это такое. Не все понимают. И не все хотят. Представь, что ты какой-то энный игрок в Counter-Strike, например, да, там, неважно, да, в самом- дайте КС просто будем брать, как там, за базу, которую все понимают. Ты просто какой-то базовый игрок в Counter-Strike. Ты сидел дома после школы, гриндил Элла, просто гриндил Элла, набил 4К Элла, тебя взяли, подписали в какую-то тир-1 организацию, потому что ты сильный игрок. Тебе говорят, надо ждать медийку, тебе нужна ты хикан, ты Хорошо. сидишь дома. Ну, давай ты- посмотрим со стороны организаций. Вот тоже организация подписывает игроков, да, есть какие-то И обязательства. если есть обязательства, то он это делает. Кто из игроков по контракту, грубо говоря, не делает медийности там, и чего-то. У всех, по-моему, ну, я вот так предположу, что у всех это просто прописано, Но что надо просто- подключаться к активностям типа Да, но организации. просто как будто у игроков даже нету в голове понимания того, что если я буду и круто играть, так еще у меня и медийка будет развита, то и предложение будет знаешь гораздо почему? круче. А потому что разбаловали, мне кажется. Разбаловали призовые, разбаловали Ну, зарплаты и так далее. да, да. Зачем Они тебе уже- стараться, куда тебе расти? Ты попал в тир-1. типа и так зарабатываешь нормально. и Конечно. как бы Ну, зачем прикинь, оно там надо? зарплату Хорошо, там у а топовых человек- Не, ну игроков. честно, медийка отнимает очень много времени. Если прям заниматься Конечно. как-то, то есть ты теряешь фокус, и тебе надо и на медийку уделять время, и на свою Конечно, игру, на конечно. команду. И где-то ты можешь просесть. Ты за 2 зайцами тяжело просто Хорошо, угнаться. но при этом, вот, например, чел поехал на турнир, условно, там, обосрался, его кикнули. И никто не хочет его брать никуда. Что ему делать? Если у него Да. нет Если бы он...
Блин, ну да. Как будто бы ты пока что, если даже ты попал в хорошую команду, а тебе узнали, надо развивать как Вы себя все равно размышляете на логически. будущее. Но логически не значит, что так оно есть на самом деле. То есть Ну. почему многие люди, почему любят игры в целом? Потому что это способ уйти от реальности. Убить это время. способ уйти от проблем. Это способ, когда на тебя ругаются родители, ругаются в школе, что-то не так. Ты пошел, катку сыграл, и вроде как Покричал отдохнул, в доте вроде там что-то, да. на тиммейтиков. Понимаешь, ты отвлекся, мозг отрубается. Ты думаешь Быстрый только тем. эндорфинчик. Да. Да, Сюда. понимаешь? Дофамин. И как бы зачем тебе еще светиться, медийка, вот как и сказал Тёма, да, Не, ну, проблемы. большинство киберспортсменов, они зажатые такие себе. Вот это как раз-таки такие Если люди, хикарни, задроты, да, которые да. сидели дома, играли. Да. И вот у А них прикинь, мало как- социального общения какого-то, в принципе, с внешним миром. А прикинь, к этому всему еще накладываются проблемы на здоровье. Ты же постоянно сидишь, лежишь, там играешь. Это же тоже очень большие, на самом деле, проблемы. Спина там и так далее. Из-за Леша, вот- здоровья. вот Я а бы- ты как Я бы менеджер? сравнил просто в этом Да, вот как плане менеджер, скажи классический мнение. спорт и спорт киберспорт. Мама или папа отдают в 3 года, ставят на коньки или в 2 года, я уж не знаю. Потом отдают тебе в секцию или мячик пинать, или гимнастика и так далее. И ты становишься там сначала ребенком-спортсменом, потом юниором, потом Ювенал, взрослый юниор, спорт. взрослый, То да. есть твой результат, он запланирован очень-очень сильно заранее. И ты все это время знаешь, что тебе нужно трудиться, чтобы этого добиться. Если ты добиваешься, вау, круто, молодец, все хорошо, все получилось. В этом плане многие киберспортсмены, на них, к сожалению или к счастью, свалился успех. Потому что уровень конкурентоспособности в некоторых играх сильно меньше, чем в классическом спорте. Извини, перебью. Кстати говоря, мы в одном из подкастов уже обсуждали разницу между обычным спортом и киберспортом, поэтому обязательно на канале приходите и смотрите. Если ты хочешь играть в футбол, тебе нужно стать лучшим в школе, лучшим среди там, спортивных школ, потом тебя должны отобрать куда-то. В Да, в случае команде с один киберспортом из Очень тернистый тебя путь, должны конечно. на драфте выбрать и так далее. Да, да. Пикнуть. Да, мы обсуждали, что нету, короче, то есть тебе пробиться, например, с какого-то там обычного там города, там, да, там в СНГ, там, условно, миллионника там или полумиллионника, у тебя там минимум 1-2 команды, какие-то там ДЮСШ, школы, которые тренируют футболистов, это 22 игрока. Плюс у тебя, например, там еще половина на запасных, это там 33 игрока. То есть тебе надо стать лучшим среди них, потом лучшим области, Да, там, да. например, региона, и потом лучшим в стране. И это все не факт, что тебе позволит играть там типа в премьер-лиге, Блин, там в а Лиге как Чемпионов. на самом или деле в где-то еще. Америке, да, это круто сделано. У них же прям культ, вот Лига Плюща, там ты когда поступаешь в универ, у тебя прям смотрят. Вот, у них Лига, это вот очень смотри, круто. та же баскетбольная лига, вот то, что мы как раз, Леха сказал, что мы обсуждали, как у НБА, да, там это школьный уровень, колледж, потом универ, потом драфт, и ты в профессиональной лиге. Ты как бы знаешь свою карьеру. В СНГ, вот, ну, представь, ты стал профессиональным игроком в Overwatch. Overwatch, бам, загнулся. Тебе что делать? Ну, пошел искать ты новую в игру. Apex. Пришел в Apex, бам, Apex загнулся. Что делать? Блин, дедлок вышел. Как вышел, так и умер. Вот Но сейчас, при этом например, есть обратная сторона медали. Вышел какой-нибудь PUBG Mobile, ты начал в него рано играть, из-за того, что там 2,5 профессиональных игрока, ты оказался лучше. Это правда. Вау, бац, ты чемпион. Это правда. То есть ты немножко все-таки меньше усилий потратил на это. И из-за этого, как мне кажется, многие меньше ценят свои результаты и то, как нужно работать, сколько нужно работать. А в Азии в этом плане тоже мы обсуждали. Там более похоже на классический спорт. У тебя есть академка академки, у тебя есть Да, да. академка, у тебя есть Режим. любительская есть лига, даже у тебя есть аниме, семи-пролига и есть пролига. даже аниме и сериалы, и манги у них есть даже про киберспортсменов, то есть Да, как да. это все работает в Китае, там прям классная анимешка. У них больше поставлена на поток эта история, и в целом игроки более профессионально подходят Дисциплина у них на совершенно другом уровне. к своему занятию. Ну да, для У нас них совсем- это как работа уже, Да, да. что-то Да. другой уровень. У нас для мало нас это, какой-то возможно, дисциплины. еще такой уровень. Ну, Поиграю, ну там, да. что, не пойдет с киберспортом, ну там, не знаю, войти 100%. У нас, говорю, у нас мало дисциплины как будто по сравнению. То есть, вот там смотришь на, типа, сборная там Китая на Олимпийских играх, как по струночке, Да-да-да, по прыжки струночке. в воду, прыгают ни капельки вверх, там, например. Да? То есть Кстати, я у них видела, до я понимаю, про что ты говоришь, Поняла? наверное, вот это с До Олимпиады, автоматизма когда... доведено. Да. И то же самое у них в киберспорте. Все четко, форма, туда-сюда. У нас это более вальяжно, расслабленно. У нас нету этого На жесткости. чили, на Да. расслабоне. Но при этом, кстати, мы как-то общались с таким кейсером на фане, и он мне сказал такую вещь. В СНГ игроки — это кокосы.
жесткие снаружи, мягкие внутри. В ЕУ где-то там на Западе у них наоборот. Они персики, как бы, да, то есть мягкие снаружи, но твердые внутри. То есть они все, то есть это же реально так работает. Ты приезжаешь куда-нибудь там в Америку, в Европу, они все hello, hi, Ну, да, вот это вот how are you? чисто Они дружелюбие, улыбаются, вот это они вот. все. Ну да. Но что у них внутри, непонятно. У нас Да. наоборот, ты едешь в метро, Угрюмые, все да, да. серьезные, все едут на турнир какой-нибудь, что-нибудь. Ну, как бы история вот такая. Ну да, я вот даже когда прилетела на ПМГЦ в Малайзию, у меня, если честно, общение с иностранцами пошло лучше, чем с нашими СНГ игроками. При том, что, ну, да, окей, я знаю английский, там чуть-чуть по-испански могу побалакать. И то есть мне было легко с бразильцами, например, супер открытые ребята. У них такой стиль жизни, у них тепло, у них кайфово. Вот у нас на М6 то же самое В этом было. в целом плюс киберспорта. Киберспорт, с одной стороны, как классический спорт, с другой стороны, немного отличает. Он объединяет в целом всех, кто в него играет, независимо от того, откуда они, там, на каком языке они говорят. И В итоге какой вы все менталитет можете, у них. в итоге Да, вы да. все можете оказаться на чемпионате мира Да, да. в одной Обмен комнате, культурами, играть обмен- в одну и ту же И любимую игру. даже в одной команде, возможно. Да. Да, И тут важный момент. С одной стороны, киберспорт — это крутой социальный лифт, который тебя может резко поднять вверх. С другой стороны, если ты хочешь стать киберспортсменом, у тебя есть большой шанс им стать, но тебе все же необходимо воспринимать его как нечто, во что стоит вкладывать всего себя, и нельзя забивать, нельзя как бы льстить себе, что и так все получится. Это труд. Потому что это огромный колоссальный труд. Есть куча ребят, которые даже если либо ты идешь к вершине, они тебя собьют, потому что они хотят больше тебя, либо если ты уже зафиксировался на вершине, они хотят на твое место. Поэтому, если хочешь стать киберспортсменом, работай, тренируйся, старайся, вкладывай всего себя, и есть очень большая вероятность, что тебе повезет. Есть такая история у меня из жизни. Братишка мой рассказывал. В линейку, когда играли, у нас маленький городок, школа, вот, знаешь, большая перемена, полчаса. Со школы все разбегались по домам играть в линейку. Зима, отличник отпрашивается, можно мне на рыбалку? Учительница говорит, да, иди. Человек идет на рыбалку в линейку. Ну, так вот отпрашиваться. Сейчас У нас, я знаешь, как думаю, была история? Я занимался в свое время, там, лет в 11. Короче, это называлось что-то самолетомоделирование или кораблемоделирование. Мы из дерева вырезали что-то. У меня был какой-то период, что я занимался там, типа, плаванием, и вот у меня там понедельник, среда, пятница, а вторник, четверг у меня были там суббота свободные. Да-да. И это был такой, как, знаете, как дом творчества небольшой какой-то, там какие-то разные кабинеты, ты приходишь, и вот там что-то там на станках занимаешься. И случайно я увидел, как старшие ребята со двора поднимаются почему-то на второй этаж куда-то, и очень долго, по 2-3 часа их нету. Компьютерный клуб? Что они делают? Там было 5 компов, О. типа кабинет информатики, вот в этом Ага. какой-то этой штуке. И они там играли всякие Алоды, онлайн, World of Warcraft. И я такой, что? И я быстро перекочевал туда. Родители долгое время думали, что я Куда это хожу... он ходит? Да, я говорю, я корабли строить. Я приносил корабли, но уже попроще. Из бумаги какие-то оригами приносил. У меня друг так в детстве ходил на плавание в бассейн, а потом оказалось, что не в бассейн он ходил, а в компьютерный клуб. Распалили, знаешь как? Мама подруги увидела, сказала, а ты знала, что Никитка твой не плавать ходит, а в компьютерный клуб? И он приходит домой, и мама говорит, ты где был? В бассейне, плавал. Он говорит, форму покажи, форма сухая. Да. Дорогой, Почему? где ты был? Бегал. Странно, но футболка Стрелял сухая по совсем не может. лягушкам с лазера. А оказалось, У меня, что он в кстати, компике была тоже ходил. похожая история, только еще одна, с библиотекой. Я зашел в библиотеку взять какую-то книгу, но раньше как-то не было. Я Да. либо, кстати, про PSP, у меня было PSP, я либо скачал книги на PSP, что удобно было в школе, либо, уже дома с компа. И Что вот ты третий вариант. делаешь, Ванечка? Да. Я читаю. Читаю. Да, Мне да. компьютер для усилия. Вот учебы. сейчас новое поколение родителей, оно проще стало относиться к играм. И то, что их дети играют. Вот, Леша, Сейчас- ты как менеджер, вот общаешься с игроками, Сейчас, возникают ли какие-то недопонимания со стороны родителей? Сейчас как Регулярно. будто... То есть реально очень Но часто все равно, это допустим, проблема. наше поколение, да? Вот наши дети, мне кажется, мы же будем лояльны. Я более вообще, у Мы меня относиться же ребенок к- будем только- лояльны к ним. Я, да. Я думаю, относиться так к как Да, новая да, тема и так стрельнет, далее. мы такие тоже. Чем ты маешься? Вот я в то время в компы играть ходил. Не Да, знаю. вы думаете, появится что-то новое, что мы не будем понимать просто? Да. То есть, Если честно, мне нет, кажется, а очень VR киберспорт, будет ну, как что? развиваться. Знаешь, что появится? Какой-нибудь лазертаг,
но в VR-очках, Вот VR очень но развивается VR, сейчас, который ты да. сможешь бегать и А, сам играть в CS. Apple Мне Vision. VR нравится, да. VR классная штука. А компы же, они не умрут никогда. Да, ну, понятно, что нет. Понятно, что Потом на тебе нужна голограммах будем это так пространство играть для просто. работы в любом случае. Для того, чтобы отвлечься от работы, какие-то игры будут придумывать. Но что-то по-любому появится. Не, ну, у меня- Есть же смотрите. аниме «Мастера меча онлайн». Мне кажется, вот подобная штука появится. Блин, и все будут это говорить, было первое аниме, ну которое я иди смотрела. Это же подыши просто воздухом, линейка. поиграй на Слушай, свежем Только не воздухе. последние сезоны, пожалуйста. Давай в какие-нибудь первые. да, ну первое, в ну, ММО. это же просто линеечка. Я смотрела и такая думаю, ну это же я на Гиро не Какая хожу. линейка вообще, что? Ну, Lineage 2, вот мы обсуждали ММРПГ. просто. Это смотри, вот Dota Я это где ты там на одной карте, типа вот моба, Берешь да? треугольники, рисуешь. Она Как ты сказала... Что ты сказала, Ли? Рыбалку. Что Там можно было рыбалка рыбачить, или- предметы Да, вытаскивать. Это механика такая. Я Но вообще просто Lineage вообще- 2 это типа это MMORPG игра. Типа То есть у open тебя world, где ты там ходишь, где ты там исследуешь Да, пещеры, да. лутаешь лут, там, типа Не стендов. заточка кланы, там. гильдии. Это Я совершенно понимаю. другой, да, жанр. Как Warcraft, похоже. Ну, Не, типа. просто вот для меня... Что-то Мне нравятся далекое. шутеры Но это нет, это шутер совершенно другое. и Я сюжетные играю в игры. У тебя есть персонаж, ты его Сюжетные прокачиваешь, типа ты, ну... Это, Я- короче, вкусовщина. Это Да, просто это вкусовщина. вкусовщина. Есть люди, которым нравится Plants Да. vs. Zombie, понимаешь? Ну, тут мы, Да, не да, осуждаем. Кому не Мы нравится слушаем, Plants vs. но не Zombie. осуждаем. Знаешь, вот так. Да, мы слушаем. Он очень. 10 из 10, Я но он играет слушаю, в но Plants vs. ничего не Zombie. понимаю. Люди до сих пор играют в Subway Surf, Так, понимаешь? конечно, это Я лучшая сейчас драться игра с вами вообще. буду. Ну, это Почему просто, что нет мастера Subway меча Surf онлайн, это вот... киберспорта? Типа, кто дольше продержится. Да. А его нет? А Я прикинь, не знаю, а давайте может, сделаем. Я не буду Состав подписывать сделаем? состав последующего. Хотя, как будто бы, Состав по блин. 2048. Я вот, Хорошо, например, что люблю уточнил. Stardew Valley еще игру ферму. Почему нет киберспорта по ферме? По ферме. Я думал, почему нет киберспорта по Майнкрафту. Почему в некоторых регионах стримеры популярнее, чем игроки? И А, ну могут ли так эти стримеры логично. как-то повлиять на На развитие киберспорт? киберспорта? Да. Я бы сказал, что в целом абсолютно в любой игре, в любом регионе стример по игре будет популярнее киберспортсмена по игре. Потому что, во-первых, если мы смотрим изначально, в игру играет больше людей, чем следит за киберспортом в этой же игре. Это Да. как будто бы очевидно. Мгм. Потому База. что малое в большом. Киберспортсмены, часто, как мы обсуждали ранее, они не дают каких-то эмоций, не дают какого-то старания на свою медийку, потому что им есть чем заняться, они как бы тренируют свою игру. Контент-мейкеры, в свою очередь, они не обязательно должны как-то божественно играть. Да, да. Им достаточно делать Харизма. интересный контент. Да. Но в то же время делать интересный контент так же сложно, как хорошо играть. Но у нас есть примеры, как, во-первых, один из примеров, собственно, сидит здесь, когда это пересекается, и это в целом хорошо. Потому что, с одной стороны, киберспортсмен, который делает контент, который переходит вот в эту стезю контент-мейкерства, он переводит к себе людей, которые могут, следя за ним, в том числе узнать, что там есть киберспорт, он киберспортсмен, и как-то к этому всему приобщиться. И в обратную сторону, если человек просто стример, и он начинает как-то затрагивать киберспорт, людям может стать интересно смотреть сначала на него, Потом а уже потом на на то, киберспорт. что он обозревает. Допустим, стримеры сейчас много рестримов проводят по турнирам. Давайте И в случае с эти Кэсом. У нас трансляции есть собирают- вот OnePixel, который, One ну, Pixel. вообще Давай не проще, давай киберспортсмен. слэма возьмем. Слэм. Ну, OnePixel. Они и 24 близко оба не тысячи. киберспортсмены. 24 тысячи у него с утра в 10 утра на просмотре матча Falcons против 24 тысячи онлайна. зрителей. Да, онлайн Вот только на Так Твиче. было, Бустер стримил, Вавилон, у них по Да. 300 тысяч было Нет, я онлайн тебе говорю про на другое. рестримах. Это утро, это нишевая КС, это не шоу-матч, там ни Вилон, ни Бустер. Ну, прикинь, утром в 10 утра кому нужно? И все пришли посмотреть на Моносе, на комментирование именно... Ну, то есть, а были там еще, там, например, сегодня там кто-то еще там стримил, типа Лекса, там кого-то еще, понимаешь? Мгм. И всем интересно. Почему интересно? Да потому что живо, потому что яро, потому что, ну, Вот неофициально. У меня, например, такое отношение. Вот мой любимый стример это Никс. Да я сейчас вообще все. И просто я начала смотреть Моя Доту вотчина. благодаря Никсу. Потому что я, в принципе, я захожу, мне нравится его майндсет, как он мыслит, как он разговаривает, мне нравится, что он говорит. И мне International намного интереснее было смотреть с ним. Любой из комментаторов, из стримеров, которые играют, показывают игру, комментируют игру, ты посмотрел его, идешь сам регнуть. Тебе самому хочется регнуть катку, Да, потому да. что... Ты увидел, как круто он играет? Да, и ты думаешь, видишь, что сейчас ты, так же ты даже того же Никса смотришь. Поэтому Никс сейчас играет в Лигу Легенд. Да, Челлендж. ты даже Никса смотришь, даже Лигу Легенд. Если ты адекватный, ты смотришь, блин, можешь попробовать. Да, На ML-ку да. чем-то похоже. Ну, с компа поиграю. Мгм. Нет, катку в доту лучше. Ты все равно идешь куда-то и регнешь катку.
Да. По Потому факту что у тебе любого стримера есть просто... Если он достаточно раскачан, у него есть личный бренд. Да. И точно так же, как у него берут рекламу, чтобы он своим личным брендом повлиял на чье-то мнение, он также может либо заказно, как какой-нибудь Да вот, Evil, который, сколько там, 80 тысяч Да. занесли, чтобы он Marvel Rivals постримил. Братишкину тоже предлагали Marvel Вот Rivals. сейчас, кстати, Вот. заметили, что по Они- стендофу тоже сейчас многие Twitch-стримеры Да и не начали. только по стендоффу, по Так MLK. он по в MLK, целом, Никс то, что недавно если стримил, у тебя есть Бустер недавно личный бренд, тебе как с точки зрения чистой рекламы может прийти издатель какой-то игры, так и в целом твой личный бренд может сработать на игре, в которую Просто у ты тебя любишь весомое играть. мнение в комьюнити. Да, У тебя да. смотрит Да. человек, Ты лидер и мнений, прикинь? Он Ты- тебя любит, и ты лидер мнений, Того да. же самого Ты рис- что-то говоришь, и человеку нравится Да. просто, что ты говоришь, Ага. он идет за тобой. Ты говоришь, это плохой патч в доте. Просто, ну, например, Ник сказал, плохой патч в доте. Все такие, да, плохой патч в Никс доте. так сказал. Приходит НС, говорит, классный патч в доте. Все такие, о, классный патч в доте, НС сказал. Это так и работает. Это работает именно на влияние на ум. Тебе сказали, так круто. Это что? Это стадное чувство, стадный Ну да. инстинкт. Я очень часто не люблю смотреть официальные трансляции. Почему? Потому что есть два варианта комментаторов, которых там могут взять. Либо они из каких-то других игр, они хорошие комментаторы, и в таком случае они будут не очень разбираться в игре. Да, да. И мне, как человеку, который разбирается в игре лучше них, не очень интересно их Иногда смотреть. слушаешь такой, типа, ой, что ты Ну, вплоть несешь? вообще до того, что что-то еще Да происходит. Да не, ну что комментаторы происходит? классные, но, блин, как будто это слишком официально, слишком все серьезно. Иногда Вторая- не вот хватает как раз вторая грань. рофла, Да. шуток Да, да. и вот свойского какого-то общения больше. Как раз вторая Чувствуешь себя грань, когда как дома, когда комментаторы заходишь на рестрим. Вот шарящие. послушай, да, и человек знает об игре, и он что-то рассказывает Да, своей да. аудитории. Он сам харизматичный парень, и просто интересно его послушать. Просто у тебя и заодно просто два посмотреть. разных человека. Ну. Но один из них на официальной трансляции, и, безусловно, он шарит за игру, и ты его знаешь, но он скован рамками турнирного Блин, ну хочешь оператора ты- или студии. То есть он не может Стерильно где-то всё должно что-то быть. Ты сказать. хочешь сказать, Это что стерильный стиль. Mailstorm на официальной трансляции какой-нибудь комментирует разбираюсь. хуже НСа? Окей. Не смотрю вообще трансляции по доте, только какие-то комьюнити-касты. Но вот, например, в случае со стендоффом, или в случае там, с МЛББ, или в с случае с CS-ом. PUBG, мне гораздо, или в случае с CS, мне гораздо приятнее посмотреть какой-то комьюнити-каст, Да. потому что я для себя уже выбрал ребят, во-первых, которые я знаю, что разбираются, во-вторых, которые я знаю, что мне их вайб подходит. Он, если видит, что Да. игрок... Он так и скажет. скажет это Да. сразу, потому что комментатор, он... Особенно если... Комментатор — это лицо. Например, Винлайн Не может, купил да. права на трансляцию. И он, очевидно, представляет свой огромный бренд. И он в том числе представляет издателя в конкретном регионе. И комментатор, который работает на Винлайн или любую другую студию освещения, не может сказать все, что он думает. Конечно, Есть какие-то конечно. моральные нормы. Блин, ну это круто. Которые всё равно. есть. Официальные трансляции, знаете, вот мне почему нравились? Я помню первый International, и ты смотришь арена, они в костюмах Да, и так далее. эпатаж такой Да. вот прям. И у меня был опыт, когда я комментировал какие-то локальные маленькие турнирчики по Апексу, там 60 человек, я тоже одевал костюм. О. Я тоже хотел стать частью чего-то большого. И Да. когда ты смотришь на официальную студию, ты как будто бы вот часть этого большого комьюнити Да-да. там. Ты как бы. чувствуешь, что ты приобщился. Да, ты на турнире, может, там, или еще что-то. Да. Сейчас же вот очень часто делают, как эти, очень прикольно делают студии Студии. освещения. Вот, просто кстати, у очень- нас, очень например, нравится. в PUBG с этим проблемы. Раньше делали студии, раньше прям классно выглядело. Сейчас это типа, два экранчика, там челы с вебками сидят, оно не так воспринимается вообще абсолютно. От справедливости ради, мне в этом плане очень нравится, как у Парагона выглядит Очень, трансляция. да. Очень круто. Это прям вау, мэн, вау. Они еще в каких-то косплеях, какие-то у них разные сеттинги на Кстати, в разные стендофе Блин, я тоже ты видел? стараются. Да, факт, реально Вот факт. сейчас, например, Винлайн Эпик был, да, там Космос, что-то такое. Они сидят как космонавты в костюмчиках, такое. У них постоянно что-то новое, прикольное на Ну студиях да. происходит. Ну вот на последней студии Парагон по доте, там, по-моему, там этот чувак из лавки стоит, там еще что-то, там эти косплеер. Да, да. Зевс, по-моему, был, который с Mailstorm там завод был, и вот Белочка там прикольно. Мгм. Не, ну это все прикольно. Но если сам человек не интересен, те же комментаторы, не нравится просто, что они говорят слишком серьезно, то смотреть их не буду. Ну, кстати, Просто мы включу говорили- комьюнити-каст. Мы говорили про регионы по типу там какой-то Аргентины, Перу, которые не популярны, может быть, в киберспорте, или там киберспорт не популярен, но там по-любому есть стримеры, которые стримят, у них тысячи онлайн, и после Конечно. них люди заходят в игру играть. Именно Да. играть, не в киберспорт как бы упарываться, а именно поиграть в саму игру. Я думаю, что
в принципе, можно уже заканчивать нашу прекрасную беседу. Спасибо. Да, ребят, спасибо вам. Спасибо, что Спасибо позвали. большое, Что что пришли. пришли. Было приятно с вами поболтать. Взаимно. Взаимно. Тема, пару слов. Что, пару слов. Даже Пару не знаю, слов что туда-сюда, добавить. да. Тёма, делай А, завоз. Да, ребят, спасибо просто. Хотелось бы сказать, у вас очень хорошие мысли, вы приятные собеседники, вы приятные люди, приятные, просто приятные. Мы с тобой приятные. Стараемся. Ну, прям, 10 из Спасибо, 10. спасибо вам, господа ведущие. И дамы. И дамы. Да, не, хорошо в целом Господа пообщались. Спасибо большое, что досмотрели. Какое мнение у вас насчет Региональных киберспорта сцен, да. в регионах других? Ставьте Что лайки. вы думаете о киберспорте в конце концов? И есть ли у него будущее, или он умрет через 10 лет? Не надо, пожалуйста. Не надо лишать нас Кто его работы. знает? Будет ли мобильный Киберспорт киберспорт в живет. Будет Европе? ли мобильный киберспорт лучше, чем компьютерный? И Можно в я целом скажу? И когда перейдет джентльмен в КС? никогда. В общем, ребятки, ну, спасибо большое. Пишите в комментариях, Что кого еще подумать. позвать на следующий подкаст, какие темы затронуть. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем до свидания. Увидимся совсем скоро.